зарабатывать, так и незнаний человеком, который пробует заниматься бизнесом, у него ничего не получается. Однозначно могу сказать вам, что те открытия, которые мы сделаем даже сегодня, они способны изменить тотально вашу судьбу или вашу жизнь на протяжении этой жизни. Ну что, если мы все собрались, давайте прямо с этого момента все объединимся. Что возникает у человека, когда он начинает думать о бизнесе, заниматься бизнесом и как мы живем? Вот человек утром проснулся, у него плохое настроение, у человека ничего не получается, и он начинает себя накручивать. Человек должен знать, что в тот момент, когда человек себя накручивает, он находится в неком полотне. И тут такой вопрос, что это такое полотно? Сразу же объясняю. Полотно — это весь мир, в котором мы живем, он состоит из полотна. То есть это полотно нашей жизни. Почему я называю это полотном? Мы видим каждый момент нашей жизни в виде картинки. Вот эта картинка — это дисплей, и это полотно. Вот это полотно, нам кажется, что это полотно создается Вселенной. Нам кажется, что это полотно создается Богом или чем-либо еще. На самом деле, то, каким будет полотно, зависит от нас. От чего зависит наше полотно? Оно зависит от трех компонентов. Первое — нашего направления ваджарного котла, я об этом сейчас скажу. Далее оно зависит от наших чувств. И третье, оно зависит от наших намерений. То есть эти все три компонента, они чрезвычайно важны. Чувства, намерения и желания. Кстати, несколько слов еще и о желаниях. Сейчас мы все успеем, и вам будет все понятно. Итак, когда человек желает, и желает очень активно и хочет, то и не делает ничего для того, чтобы это желание или в честь этого желания что-либо делалось, то у человека появляется избыточный вес. Подчеркните это и всегда помните. Допустим, как это выглядит. Я желаю женщины чужой, не своей жены, и ничего для этого не делаю. Все, я буду поправляться. Я желаю денег, но ничего для этого не делаю, я только мечтаю. Все, я буду поправляться. То есть, когда человек чего-либо желает и сильно этого желает, но ничего для этого не делает, он набирает в весе. Потому что наши ментальные желания, чем больше их становится, тем больше у нас становится вес. Ментал увеличивает астрал, потому что это системы такие братья, чем больше ментал, тем больше астрал, и наоборот, чем больше астрал, тем больше ментал. Поэтому чем больше человек фантазирует, чем больше человек хочет, тем больше человек желает, тем больше увеличивается его тело. Поэтому, когда у вас появится второй вопрос, Андрей Андреевич, я очень хочу похудеть, то тогда здесь ответ он такой, совершенно понятный, он звучит так. Очень сильно хочешь похудеть, тогда не мечтай. Ну вот, собственно, вот так. Второе. Вернемся все-таки к нашему полотну. Итак, в нашей жизни существует полотно, и это полотно зависит от тех концепций, о которых я сказал. Вот это полотно, первое, оно зависит от того, какие мы ставим задачи. Какие мы можем ставить задачи? Допустим, одна из человеческих задач — это задача стать богатым человеком. Я хочу просто богатства, меня не вдохновляет ни слава, ни почет, ни уважение. Хочу просто глобального богатства, много денег, чтобы они шли любым путем и так далее. Сразу же вмешивается к нам, сразу же вмешивается наш мозг, и наш мозг, он думает существительными. Мозг наш говорит: как ты это сделаешь? Тогда тебе нужно то-то, 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 и это все уже неправильно, потому что когда мы вмешиваемся и ментально говорим, нам нужно то-то, то-то, то ничего не происходит. И чем больше мы мечтаем, тем меньше у нас возможностей, чтобы это с нами происходило. Я уже говорил, чем сильнее и дольше человек мечтает в осознанном состоянии, тем тяжелее для него создаются программы, и тем меньше вариантов того, что эти программы будут исполнены. И тут такой вопрос. Можно ли каким-либо образом или существует ли какая-нибудь техника, которая может занимать глобально маленькое количество времени, но которая способна изменить судьбу человеку быстро? Ответ такой: несомненно, она есть. Итак, техника номер один, которую я сегодня вам расскажу. Наш ваджарный котел — это некая пирамида, она шестигранная пирамида, она похожа на ромб, который находится в нашей груди. Она постоянно ориентирована на определенные направления
направления сторон мира. Мы поворачиваемся, а поджарный котел своими ребрами все время направлен куда-то. То есть мы поворачиваемся, а поджарный котел не поворачивается. Он стоит. То есть мы живем, а у нас поджарный котел, он все время ориентирован. Одна сторона смотрит на юг, одна на север, одна на восток, одна на запад. Мы в этом поджарном котле постоянно крутимся, а он неизменно, постоянно направлен. Именно поэтому у человека существует внутренний компас, именно поэтому стрелочки у него срабатывают. Ну, много есть таких нюансов. Это есть не только у людей, это есть у животных, у птиц, у всех поджарный котел или у всех вот этот механизм, который находится в груди, он удивительно и четко настроен по сторонам света. Но здесь есть такой нюанс. Весь мир так устроен, что есть потоки, потоки благополучия или потоки приема, потоки отдачи. Их называют по-другому багуа или 8 течений. То есть вот эти 8 течений, они связаны со сторонами света. Нам сейчас все 8 течений, они не нужны. Нам необходимо только 4 течения, о которых я сегодня скажу. Это север, юг, запад и восток. Оказывается, южное направление, оно у нас связано с принятием материального благополучия и денег. И первая техника. Вы хотите в своей жизни очень быстро раскрутить магазин, привлечь клиентов или что-либо сделать. Что вам необходимо для этого сделать? Необходимо сесть лицом по направлению к югу, используя для этого компас. Запомните, то, что я сегодня вам скажу, тотально изменит вашу судьбу. Садитесь на юг лицом по направлению к югу, возьмите прямо настоящий компас вот на телефоне или еще на чем-то. Садитесь утром и необходимо произносить определенные слова. Какие? Эти определенные слова, они могут быть посвящены вашей жизни или посвящены вашему бизнесу. Допустим, если бизнесу, то эти 2 слова или 3 слова, они должны быть вот такими. Все слова, которые произносятся, должны быть глаголами. Запомните это. Никакие Господь и так далее. То есть никаких просьб. Вы должны говорить глаголы. Почему? Глаголы есть управление миром. Помните это. Глаголы и ваши чувства управляют этим миром. Вы создаете чувства и создаете глагол. Итак, каким образом создается глагол и что можно говорить? Садитесь на юг. Что вам нужно? Вам нужно богатство или вам нужны продажи? Допустим, как я это делаю? Я сажусь лицом на юг и говорю, допустим, у меня есть магазины, и я могу говорить такие слова. Смотрите, 2 глагола. Приди, купи. Все, конец. Приди, купи. То есть я ощущаю чувство счастья. Представляю свой магазин, будто он сияет. И, сев лицом на юг, произношу 108 раз слова. Приди, купи, приди, купи, приди, купи, приди, купи. И у вас будут приходить и покупать. Можно говорить тибетская формула приди, купи, приди, купи, приди, купи. Можно мысленно, можно шепотом. Можно сказать мезония, приди, купи, приди, купи, приди, купи. Соединив чувства со своим намерением, приди, купи, к вам придут и купят. Как это все работает? Смотрите, когда вы говорите «Господи, спаси и сохрани», то здесь «Господи» не имеет значения, а «спаси и сохрани» будет вызывать у людей, которые находятся вокруг вас, желание помогать вам в чем-либо, помогать в делах, помогать в спасении, если вы запутались и у вас все очень плохо. Вот если человек, допустим, находится в неприятной и неловкой ситуации в своей жизни, то он может повернуться лицом на север и произносить «спаси и сохрани, спаси и сохрани, спаси и сохрани». Если смотреть лицом на север и произносить «спаси и сохрани», то избавитесь от долгов, избавитесь от плохой и негативной кармы и даже от болезней. Представляете? Что можно говорить, сидя лицом на юг? Можно произносить для всего бизнеса и для себя. Буквально такие слова. Сейчас что-нибудь придумаю быстро. Можно произносить «обогати, озолоти, прославь». «Обогати, озолоти, прославь». Не произносите много слов. Буквально 3 этого достаточно. То есть человек, сев на юг, он быстро дышит. Делает так. То есть настраивается.
После этого произносит «обогати, озолоти, прославь, обогати, озолоти, прославь, обогати, озолоти, прославь, обогати, озолоти, прославь». После этого поворачивается лицом на север, если у него есть долги, и говорит «спаси и сохрани, спаси 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 и сохрани». Таким образом от болезни избавиться. Прости, спаси и сохрани, прости, спаси и сохрани. Прости, спаси и сохрани. Ладно, у нас денежная, поэтому Запад и Восток, сегодня об этом говорить не будем. Такие простые практики, это практика. Вот вы открыли магазин, у вас, допустим, выставка, и на выставке вы не знаете, что делать, каков механизм работы вашей. Или у вас магазин, допустим, там вы торгуете цветами, или торгуете одеждой, или еще что-либо делаете. Вы не в магазине, а вы находитесь дома. Что вам необходимо делать? Первое, вам необходимо представить, будто ваш магазин, он светится. Каким цветом? Как будто солнце. Чем сильнее это солнце светит, тем сильнее вокруг вовлекает в себя людей. То есть я представляю свой магазин или представляю свой бизнес, который светится как солнце. Чем сильнее светится, тем сильнее над городом я его вижу, тем сильнее или больше там людей. Но на самом деле это не особо играет роль, я просто не представляю полки, не представляю людей, я представляю светящийся магазин. При этом я произношу «приди купи, приди купи, приди купи, приди купи, приди купи». И здесь в этом случае очень важна радость, которую необходимо найти вот здесь, в груди. Она должна быть. И в этот момент нужно сказать, а что если радости нет? А если радости нет, то человек может подышать со слогами. Первый слог на мах, вот так. Ах, 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 на мах, нам ах, дай нам радость, на мах. И второй слог это соха. И намах, и соха это дай нам радость или принеси нам благополучие. Вот у вас, допустим, выставка, и вы на выставке начинаете торговать и произносите, где-то сели, не с продавцами или еще где-либо. У вас есть четки с собой, и вы не знаете, что вам произносить. Не надо читать никакие мантры. Вы воздействовать можете не на магазин, не на продавцов. Вы можете воздействовать на тех людей, которые являются потенциально вашими покупателями. Каким образом? У них должны произойти мысли такие, которые программируете вы. Какие мысли? Купи, приди. Приди к кому? Но если вы это произносите, то вы хозяин этого. Тогда, если вы говорите приди, купи, то тогда это автоматически приди к вам, купи у вас ваше. Приди к вам, а почему хорошее состояние? Если при хорошем состоянии, то есть радости какой-то, то приди купи с легкостью. А если вы там поругались, нервничаете, то приди купи не с легкостью. И это все происходит с ухудшением общего состояния. Допустим, вот у нас выставка, я хочу, чтобы выставка продавала, я сажусь на юг и произношу приди купи, приди купи, приди купи, приди купи, ахахаха, приди купи, приди купи, приди купи, приди купи, приди купи, ахахаха, приди купи, приди купи. Представляю, будто магазин все сильнее, сильнее, ярче и ярче, он вот так вот светится. Таким образом мы... А если я представляю вас, ну вот я сейчас вас представляю, а вы расслабьтесь и почувствуйте, есть ли у вас ощущение, возникает ли какое-нибудь ощущение у вас. И первое, что я сделаю, это я включу у вас зарождение этой энергии, чтобы она в дальнейшем с вами и вашими близкими работала. Приди купи, 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 приди купи. Мне там говорите, а я машинами торгую, или у меня там есть недвижимость какая-то. Так вот и делайте, приди купи, приди купи. Таким образом, у тех людей, которые будут задумываться, вот смотрите, есть город. В этом городе есть люди, которые говорят, хочу, 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 хочу продать, хочу
купить, хочу продать, хочу купить. То есть это все формирует определенное энергетическое загрязнение. В этом энергетическом загрязнении высшие силы, условно их назовем, я это называю полотном, они ткут то, что будет происходить. То есть раздают или делят, или фасуют, или в каталоге это все складывают, потому что весь мир это энергоинформационное пространство. И в этом пространстве должно быть тот, кто создает четко, что он из себя представляет. То есть я тот, кто представляет того, кто имеет то, что нужно продавать. И я формирую задачу тех людей, потому что я влияю на них, у которых должно появиться это желание. То есть чем сильнее я представляю свечение, тем больше в это свечение попадает людей, у которых появляется желание конкретно к вам прийти и конкретно у вас купить. Можно ли еще по-другому как-то работать? Да, если перед вами находится мужчина, то там можно, или вы думаете о мужчине, хотите, чтобы можно там обогати, озолоти, там обними, обожай, люби, желай. Вы поняли? Только глаголы должны быть, глаголы. Это вы таким образом создаете энергоинформационное пространство. И тут такой вопрос. А для того, чтобы у человека создавалось энергоинформационное пространство, что у него должно хорошо работать? У этого человека хорошо должна работать волна. Что такое волна? Это определенное ощущение энергии, которое возникает у человека, когда он двигает вот так, как я показываю руками. Попробуем вместе это сделать, вместе со мной. Смотрите, когда вы делаете к себе руками, то у вас должен появиться холодок, как будто вы вот сюда. Это и есть направление к вам. Таким образом, вот чем сильнее вы вот это ощущаете, когда к вам, тем сильнее работает ваша программа. Мы же включаем систему магнетизма прежде всего. Поэтому вот смотрите, все люди создают программу вперед или волну. Для людей это не важно, они это делают с легкостью. Но только колдун создает волну обратно. Вот эта волна обратно, это те чувства холода, которые вы ощущаете в тот момент, когда к себе притягиваете. Давайте вместе со мной. Ощущение холодка появилось, 100% у всех появилось. Продлите его и ощущайте. И в дальнейшем знайте, вот этот холодок или вот эта волна есть у каждого человека, кто программирует пространство. Теперь вы произносите приди купи в своем магазине, и вот эта волна, она будет втягивать прямо в ваш магазин тех людей, которые будут покупать. Таким образом у вас включается вот то, что я называю человеческим магнетизмом, и вы таким образом притягиваете. Можно ли что-либо изменять в этой практике? Да. Правило номер 2. Любой путь человека — это путь к Богу, хотим мы этого или нет. И часто я говорю эти слова: кому течет любовь, к тому текут и деньги. И, конечно же, когда деньги текут к человеку, то, скорее всего, этого человека кто-то любит. И тут такой вопрос: а если никто не любит? А если никто не любит совершенно, тогда что делать? И тут сразу же ответ такой: Бог любит каждого человека. Почему? Тайна номер 2 в эзотерике, она звучит следующим образом: Бог есть зеркало человеческой души. Запомните это. Бог есть зеркало человеческой души. Есть разные идеи, есть разные религии. Допустим, религия шиваизм, религия индуизм, она утверждает, что есть пантеон богов, тримурти. Есть там Вишну, есть Брахма, есть Шива и там целый пантеон. А в эзотерике считается немножко по-другому. В эзотерике считается, что Бог есть все, что мы видим, и все происходящее есть божественная энергия. Мы при этом являемся тоже божественной энергией, и с нами происходит именно то, что мы чувствуем. С нами происходит то, что мы чувствуем, поэтому для нас чувства очень важны. И здесь, так, это к чему я вел?
это мы в начале. Нельзя пальцами прикасаться. Ладно, вспомню, скажу. И, и когда мы садимся и начинаем работать, куда течет любовь, туда текут и деньги. И когда мы начинаем садиться и начинаем работать, то волна вот эта и расширение волны исключительно зависит от того, насколько сильно вас любит высшая божественная энергия. И здесь такой вот вариант. Когда вы садитесь и говорите «обогати, озолоти, обогати, озолоти», очень важно в этот момент поставить перед собой божество. Поставить перед собой божество, представлять какое-либо божество, думать о каком-либо божестве, об Иисусе Христе, но думать так, как будто вы его со всей силы обожаете. Можно представлять целый пантеон там, разных божеств, Тримурти, можно представлять Ганешу, можно представлять Лакшми, можно представлять кого-либо еще. Можно представлять весь пантеон и как можно больше божеств, которые танцуют и которых вы невероятно обожаете и чувствуете эту любовь. Тогда ваши слова «обогати, озолоти» и «прославь», они будут усиливать воздействие на вас. Здесь важный вариант, это вариант ощущения, чувства любви по отношению к ним. Когда вы любите божеств каких-либо, знайте, божествам ваша любовь не нужна. Божества есть зеркало. Поэтому если ты что-то невидимое обожаешь в пространстве, значит пространство обожает тебя и тебе течет любовь. Потому что самый настоящий Бог и то, что вы обожаете, то, что вы не видите и обожаете, есть зеркало, которое дает вам просто ту энергию, которая вам нужна. Следующее. У каждого человека в момент того, когда он пробует или начинает заниматься вот такими эзотерическими практиками, у него появляются какие-то ощущения. Много людей очень болеет психическими отклонениями, множество людей считает, что есть бесконечное влияние, на них кто-то влияет, на них кто-то охотится, их там разбивает, убивает, влияет, ненавидит и так далее. Это правильные процессы. Почему? В полотне создаются смущения. Они создаются смущения из-за того, что мы не верим, что нас можно любить безвозмездно, мы разочаровались в окружающих поступках окружающих людей и так далее. А что если я вам скажу, что вот эти воздействия и ваши смущения внутренние, это тоже вы создаете? Но что с этим делать и почему так создал нас Бог? Отвечаю. Ребята, запомните мои слова, которые я вам сейчас скажу. Запишите это очень важно. Когда в вашей жизни появляется ощущение, будто там на вас кто-то влияет, как будто что-то происходит негативное, как будто, то это правда, что влияет. И да, скорее всего, есть целые тысячи человек, 100 человек, 1 человек или мощные колдуны, которые влияют, и да, вы это по-настоящему 100% ощущаете. Тогда получается несостыковочка, Андрей Андреевич. Мы ощущаем или не ощущаем? Мы создаем или не создаем? Что ты нас путаешь здесь? Ответ этому тоже имеется. Мы ощущаем, и да, на нас влияют. И да, мы это тоже создаем. Что же мы создаем? Отвечаю. Есть, допустим, 100 человек, которые начинают меня ненавидеть. И не дай бог, если есть какой-то человек, который начинает меня ненавидеть, я такое с ним делаю, это ужас прямо. Причем даже не участвую в этом. И я научу вас сегодня быть энергетически сильными людьми и никогда не заморачиваться в этом направлении. Забирая силу и энергию этих людей. Когда сзади каждого человека находится огненный ангел-хранитель, сзади каждого человека находится безумное существо, которое состоит из негативных ментальных планов. То есть это самые такие презренные, гадкие, моральные, падшие состояния черного цвета, которые находятся за человеком. Это такие ангелы-защитники, которые влияют на тот момент, когда на человека кто-то начинает думать. Они находятся за нашей спиной.
И мы с ними рождаемся. Обычно мы рождаемся, они маленькие. Но мы можем возрождать наших потомков. И наши потомки через вот эту энергию рода, они могут увеличивать сзади вот эту астральную энергию. И вот эта астральная энергия, она должна участвовать. Смотрите, элемент нашего восприятия, то, что находится перед нами. И в этот момент происходит воздействие на вас. Кто-то начинает ненавидеть. Ах, плохая или плохой собака, чтобы ты подавилась, у нее не получается, чтобы у него в магазине не получалось, чтобы у него там в жизни не получалось. А у нас появляется ощущение, будто что-то сейчас должно произойти, что-то сейчас нехорошее произойдет. Почему это происходит? То существо, которое сзади находится, оно вышло перед вами, и оно действительно стоит перед вами, и вот здесь все это отбивает. А вы ощущаете, хоть оно и ваше, но ощущаете. Но вы должны знать, что вот это существо, которое перед вами, когда вы ощущаете воздействие и говорите себе, вот на меня кто-то влияет, на нас что-то происходит, что-то не так, и начинаете себя накручивать. Вот у меня что-то происходит не так, там что-то плохое, что-то произойдет или что-то уже происходит, кто-то влияет и так далее. После этого берите это все и ставьте прямо руками назад себя. Вот так раз. Смотрите, раз. После этого руки вот так к левой и правой части вашей селезенки и печени, так, чтобы сзади руки были вот такие. Таким образом, вы делаете себя человеком, который управляет этой энергией. Смотрите, взяли, поставили назад, и после этого руки вот так поставили. Таким образом, то существо, которое сзади вас, можно представить в виде огненного огромного существа с мечом и луком, которое вас, оно после того, когда вы сделаете вот такое движение руками назад и подышите в живот, начнет или произнесете ом. Оно начнет вам подчиняться. Что это такое? На самом деле вы поставили символ, который называется мудра-ом или мудра-аума. И вот эта мудра называется мудра-аума, которая подчиняет защитника, которые находятся сзади вас. Вот так вот он подчиняется. Руки приложили вот так, локти назад и лицо вперед, глаза вытаращили. Вот еще раз повторяю, как это делается. Вот что-то произойдет, что-то плохое произойдет. Да, оно уже происходит. Поэтому вас и колбасит. Теперь возьмите это все и назад себя. Руки поставьте и подышите в живот. И после этого ом. 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 Сзади при этом руки должны быть в виде буквы О. То есть они должны быть вот такие. Локтями назад, одним словом. Ом. Таким образом, вы включили мудру, которая называется Аум, и то существо, которое сзади вас, оно начало вам поклоняться. И оно будет уже выходить не напрямую перед вами, потому что оно не ощущает вас как Бога для себя. То есть оно ощущает, что оно должно вас защитить, но вы как бы не в счет. И оно совершает такую ошибку. И вы должны ему показать, что вы являетесь тем, кто им управляет, а им управляет Бог. А вы, когда делаете эту мудру, то вы говорите, я и есть Бог для тебя. И оно после этого начинает вам поклоняться. Вот это существо сзади вас, оно вам поклоняется. Запомните, это важно. Поэтому, когда у вас появляется ощущение, будто на вас кто-то влияет, появляется ощущение, что-то произойдет, появляется ощущение, что-то не так и так далее, то делайте, как я вас сейчас научил. Вот это ощущение, которое я вас научил, ставьте назад. Обычно оно один раз возникнет, один раз вы поставите, и потом на несколько месяцев отпускает. Это один из самых лучших приемов, который помогает человеку. А сейчас пусть все плохое, что есть у вас, а ну-ка вспомните, меня беспокоит, что-то происходит, на меня влияет, бизнес не получается, что же делать, денег нету, ничего не получается в жизни, бла-бла-бла. Взяли это и поставили сзади себя. И представили сзади себя огромное огненное существо. В левой руке меч, а в правой руке серп и так далее, огненное. И поставьте руки вот так, как я научил, и подышите в живот.
вытаращивая глаза. И теперь произносим ом, ом, ом. Или аум. Аум, 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 аум. И делаем вдох, и делаем выдох. Все, что угодно. Смотрите. Все, что угодно. Онлайн-консультации. Вообще, сейчас мы придем к этому. Хорошо, что вы задали этот вопрос. Смотрите. Вы хотите богатства или хотите онлайн-консультации? Вы хотите счастья или хотите онлайн-консультации? Я, допустим, для себя решил в своей жизни, что я не собираюсь горбатиться. И мне мой отец в свое время говорил слова, он говорил, ты обязательно должен работать на тракторе. И, как и я, станешь трактористом, это хорошая работа, подколымел, там 3 рубля, там 2 рубля. И так вот можно за осень заработать на автомобиль, если не пить. И говорит, хорошая работа, зачем тебе училище, техникум, институт, зачем? Зачем? Иди сейчас на тракториста, научишься и будешь в селе, я на хорошем счету, там, все меня знают, будут знать, что ты мой сын, вообще дом построишь, хозяйство, будешь всегда, куча бабла будет, у нас земля есть. Я говорю, нет, я поеду учиться, я хочу учиться, я хочу вообще быть другим человеком. То есть разное восприятие людей. Вы вообще должны для себя понять, что первое, вы ограничиваете себя тем, вы стремитесь к богатству, ограничивая себя тем своими мозгами, что вы можете заработать только на том, что вы сейчас делаете. Это одна из самых глобальных и неприятных и грубых ошибок, которая есть у вас. Почему? Вы сужены. Вы сузили себя и сузили настолько сильно, что у вас нет ощущения, что возможности у вас какие-либо будут. Да, вы себе можете внушить, у меня будет много возможностей, я покорю этот мир. Нет, это неправда, этого не произойдет. Почему этого не произойдет? Потому что вы сузили себя. Вы хотите быть богатыми как-то, а не хотите быть богатыми просто. Вам нужно как-то заменить все равно как. Вот это все равно как больше шансов стать богатым человеком. Потому что когда человек говорит, я хочу стать богатым только проводя консультации, делая что-то, он делает ошибку, таким образом себя максимально тормозя. От всевозможных там, что можно, послушайте, есть приблизительно 10 миллионов способов стать богатым человеком, не работая. Но человек говорит, а я знаю специальность у меня, и я хочу стать богатым только в этом. Так а зачем? Если освободиться от этого, то все остальные способы будут тебе доступны. А какие это способы? А какие? И дальше напишите себе, никогда не задавайте себе вопросы, как это произойдет. Никогда не задавайте себе вопросы. Вообще, чем больше вопросов, тем больше тела. Просто знайте это. Вообще, чем больше человек задает себе вопросы, как ему сделать, как это произойдет, тем он будет толще в жизни своей. Чем больше вопросов задаете, тем хуже вам будет житься. Почему? Так а кому вы их задаете? Вам не нужны вопросы, вам нужны задачи. Этот мир не хочет вопросов, он не отвечает на вопросы, он хочет задачи, а ваши задачи это глаголы. Задачи это глаголы. Далее. А что если я вам скажу, что очень важно на ночь ставить программу? Очень важно для человека на ночь ставить программу, потому что ночью очень многие программы срабатывают. Так, с одной стороны, у вас работает программа, которую вы ставите днем,
когда вы произносите «купи, приди» или «обогати, озолоти». Кстати, этим будем заниматься. Вторая программа, она может быть ночная. Как ставится ночная программа? Закройте глаза перед сном и скажите себе такие же слова. «Обогати, озолоти». Или «обогати, озолоти», «обогати, озолоти», как там еще, «прославь». «Прославь, обогати, озолоти». «Прославь, обогати, озолоти». Когда закроете глаза, дышите и про себя произносите «прославь, обогати, озолоти», «прославь, обогати, озолоти». Делайте так на протяжении 300 дней и будете богатыми и знаменитыми. Каким образом это произойдет? Когда у вас начнут появляться мысли, как это произойдет, говорите «мне все равно». Почему? Это не ваше дело. Главное, что вы этого хотите. А как, не важно, потому что слово «как» это слово от беса. Слово «как» мешает вам. Поэтому я тот человек, который хамелеон, ставя программы, всего добился в жизни. Мне слово «как» не интересно. Смотрите, как это все происходит. Я хочу стать олимпийским чемпионом по бегу. Я хочу стать олимпийским чемпионом. Для чего? Я хочу стать олимпийским чемпионом для того, чтобы у меня был кубок. Почему я хочу стать олимпийским чемпионом, иметь признание, у меня будет кубок? Супер. После этого я говорю, как же я стану, у меня ничего не получится. Ну и все, я уже не стану. Второй вариант. Я начинаю произносить там обогати, озолоти, прославь, 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 сделай там, ознаменить, прославь, ознаменить, прославь, ознаменить, прославь. И после этого, как прославить, неважно, и в чем тоже неважно. И после этого я вам говорю, что найдется возможность такая, когда любые другие способы произойдут, и у меня будет и кубок, и слава. Но это будет, скорее всего, не при помощи Олимпийских игр, а каким-то другим способом. То есть я стану лидером там какой-нибудь сетевой компании или там каким-нибудь, может быть, там руководителем, объединю вокруг себя людей и так далее. Все это начинается, почему прославь? Все это начинается так, когда люди были в хаосе и люди были полуживотными, то люди обязательно выбирали для себя кого-либо. Я смотрел по животным. Когда животные, у меня 3 животных, когда одно животное выскакивает, то одно животное максимально начинает гавкать. Одно начинает гавкать, а 2 других за ней бегут. И она старается, самая маленькая, гавкать громче всех. С чем это связано? Человек, животное, которое больше всех коммуницирует, оно таким образом выражает свои эмоции. Таким образом, оно воспринимается как самое главное. И здесь очень важный такой момент. Эволюция все изменила, но не изменилось ничего. Именно поэтому вы должны в жизни знать, что для того, чтобы у вас был процветающий бизнес, для того, чтобы вы процветали там в чем-либо, вам нужно знать, что вы должны обязательно собирать собрания. У вас обязательно должна быть коммуникация, обязательно перед кем-то должны выступать. Перед кем? Пофигу. Пофигу, перед кем вы будете выступать. Включаете там Инстаграм и просто рассказываете о себе. Включаете ТикТок и просто рассказываете о себе. 365 дней рассказываете о себе и своем бизнесе, и ваш бизнес будет процветающим. Если каждый день делать это 10 хотя бы минут. Это проверено на 100%. Уже много моих учеников добились очень высокого положения. При помощи чего? Я говорю, чем ты занимаешься? Она говорит, я занимаюсь тем-то, тем-то. Вот у меня есть знакомая, она на морском курсе была когда-то в Черногории, и говорит мне, Пыжьянова, не знаю, вы здесь или нет. Я ей тогда говорю, что тебе нравится? Мне нравится женщинами, женская красота и так далее. Я ей говорю, каждый день выступайте, каждый день публикуйтесь, проводите собрания, чем больше людей будет знать, тем лучше. И она 365 дней постоянно в Инстаграме выступала, я как не зайду, она выступает там. Я когда-то этой Хубилашвили говорил тоже, говорю, Вера, каждый день выступления, каждый день в Инстаграм выступления. Она, так а меня никто не смотрит. Не важно. Это не важно.
Это не важно, что никто не смотрит, в начале не смотрит, через 365 дней будут смотреть, если это делать ежедневно. Чем отличаются те, кто ничего не добивается, от тех, кто добивается всего? Те, кто ничего не добивается, они всего боятся. И они, когда садятся за стол и говорят, так, надо заснять видео. О чем мне говорить в видео? Что мне там вообще говорить? Так вам не надо ничего говорить. Вы идете коммуницировать. Вы идете делать себя знаменитым человеком. Идете за популярностью. И вы знаете первый нюанс такой, который называется собрание. Это очень важно. Вы собираете собрание с одним человеком, с 3 людьми, с 5. Вы набираете себе друзей. Чем больше друзей, тем выше экспертность. Поэтому все равно, что вы говорите, даже если никто не смотрит, выступайте. Помните, сейчас собрание, это очень важно. Поэтому люди, которые занимаются чем-либо, если вы устраиваете собрание, выступаете перед кем-либо, вы в энергетическом плане сразу же становитесь вот кем. Чем занимаются люди, которые являются народными депутатами? А чем занимаются люди, которые руководители в компаниях? Они собирают что? Они проводят собрания. И в коммунистической партии собрания проводили. И там сейчас вот там Трамп проводит собрания. И в государстве проводятся собрания. Что не могли бы встретиться друг с другом, поговорить и решить? Зачем собирать кучу народа, ехать с разных там городов для того, чтобы проводить какие-то собрания? Собрание — это эволюционная система, в ходе которой человек становится популярным и богатым. Это одна из особенностей. Поэтому старайтесь проводить собрания. Подчеркните это слово в своем бизнесе и делайте это непременно. Вот я провожу вебинары, это фактически собрание. Я выхожу в людям, там в Инстаграм, еще куда-то, это фактически собрание. И так далее. Надеюсь, вам это было интересно. Итак, первое, что мы сегодня уже знаем. Первое, что мы сегодня знаем, это как или что произносить, сидя, глядя в угол, лицом на юг. Ну и вы знаете, если вам необходимо убрать что-нибудь в жизни, куда вам теперь смотреть. Также вы знаете, как усилить это все, и знаете уже технологию, это создание волны при помощи вот такого движения. А также уже знаете, как справляться с негативными состояниями, которые у вас возникают обычно перед вами, когда вы себя накрываете. Человек говорит: так, вот на меня, на меня написал этот человек, теперь меня 100% посадят, и они действительно там что-то пишут, и вас это начинает беспокоить, начинает колбасить и так далее. Возьмите все это и назад, сзади себя поставьте. Почему? Вы уже это высрали. Я извиняюсь за такое красивое слово. Кстати, что обозначает дуля? Никогда не знали. Дуля обозначает какашку. Ведь на что похожа дулька? Дулька похожа на какашку. Если посмотреть, покакайте как-нибудь на землю. И посмотрите, на что похожа. Обычно какашка похожа на дульку. Поэтому нельзя носить дулю в кармане. Почему? К человеку начинают относиться как к какашке. Вот женщина говорит: у меня перестали продаваться товары в магазине, но на меня очень сильно влияют. А как вы защищаетесь? Я обычно целый день держу дулю в кармане. А как ее теперь воспринимают люди, которые проходят и которые заходят в магазин? Как? Ну, а какашка это сильно хорошо? Это всегда отвратительно. Брезгуют. Она говорит: ты очень, а мне посоветовала, то держи дулю. Какая дуля, люди? Что с вами? Не надо никаких, вам не надо из себя делать какашку. Это глупость. Никогда этого не делать. Давайте мы будем сейчас с вами работать, а там для детей, для взрослых и для всего остального потом. Окей? Давайте, у нас программа, сейчас она связана не с детьми, а связана конкретно с вами. Начните с себя, а то вы еще с собой не решили, уже к детям полезли. Ну какие дети? Начните с себя, у вас негде жить, нет работы, ничего нету, и вы вот к детям. Та бляха-муха. То есть купите себе квартиру, постройте себе дом, сделайте свой бизнес. Потом сделайте для себя дворец, машину, они сами к вам приедут и будут с вами жить. Нет, я буду для детей все делать. Продайте органы, отдайте деньги.
Сколько раз произносить перед тем, как засыпаешь? Ну, какое-то количество раз попроизносите и будете спать. Вы наверняка забудете об этом. Далее. Никогда с утра не хватайтесь за телефон. Никогда. Телефон есть то, что мешает вам жить. Когда вы просыпаетесь, первое, что необходимо сделать, настроиться, произнести себе слова «Я сегодня проживу жизнь счастливо». И с этими словами вставайте. Хотите, научу даже. В случае, если вы утром проснетесь, попытайтесь подышать носом. Если у вас правая ноздря забита, идите с левой ноги. Если левая ноздря забита, идите с правой. Идите с той ноги, с которой у вас ноздря работает. Тогда ваш день будет очень везучим, фартовым. Это проверено тоже. Вот такой кусочек фортуны специально для вас. Сегодня у вас, скорее всего, появились определенные желания. И вы сегодня должны понять для себя, что вы на самом деле хотите, какая ваша одна цель, две цели или три цели. У каждого эти цели могут быть там микроцели или глобальные цели. Сегодня вы должны для себя определиться, пусть это будет одна цель, две цели или три. Сейчас возьмите бумажечку, скажите, у каждого есть бумажечка или нет. Можем сегодня или перенесем данный метод на завтра. Можем сегодня написать желание, а можете, давайте, наверное, на завтра, просто завтра другая тема будет. Мы бы могли сегодня просто сделать простукивание эзотерическое, и вы бы уже начинали читать мантрочку какую-нибудь. Итак, да у всех есть. Забиты обе, хорошие очень слова вы написали. Забиты обе, не вставай. Смотрите, если забиты у вас обе ноздри, то вам необходимо с постели сползти. Вам необходимо стать рачком и сползти так, чтобы ноги шли назад. А еще, если вы хотите что-то поменять в вашей жизни, когда вы встаете с кровати, вставайте так, чтобы сползти с нее раком. То есть встали сначала на четвереньки и сползли попой вперед, тогда жизнь поменяется. Смотрите, как все устроено. Магазин не работает, магазин не торгует. Что необходимо сделать? Магазин не торговал вчера и позавчера. Как убрать программу? Возможно, перед полом насыпали, возможно, все насыпали. Вам необходимо подойти к дверям своего магазина и зайти спиной в двери. Зайти спиной в двери и выйти спиной из дверей. Любая программа разрушается, если человек спиной в двери войдет и спиной из дверей выйдет. Особенно, если он хозяин. Серьезно. Таким образом программа разрушается. Точно так же программа жизни. Вам не везет в жизни, один и тот же день проходит одинаково. Выйдите на улицу спиной вперед. Выйдите из своей двери на улицу спиной вперед, и тогда 100% уже день не будет, как предыдущие. Сделайте так многократно, если хотите изменить все в своей жизни. Вот такой вот простейский, можно сказать, метод. Что должен делать человек? Ну, мы пришли на марафон. И на марафоне, наверное, одной из задач, которые мы поставим, одно желание. Пусть оно будет богатство. Мы хотим большого, огромного, невероятного богатства. Мы хотим быть богатыми. Прямо для себя нужно сказать, глядя на меня, эти слова. Мы хотим богатства. Что это такое? Да вообще все равно. У каждого слова богатство, у одного это может быть трехколесный велосипед, у третьего, там, я не знаю, миллиарды, как у Илона Маска. У каждого богатства свое предпочтение. Кто-то считает богатством 30 тысяч долларов, кто-то считает там 30 тысяч долларов в день, а кто-то считает там 300 миллионов в сутки. То есть у каждого богатство свое, на самом деле это все меняется на протяжении жизни. И даже ту программу, которую мы сегодня поставим, она, скорее всего, не принесет вам богатство вот в том понимании, которое вы знаете. Но оно будет создавать для вас намерения прожить, намерения, приподнимающими вашу плоскость. То есть для вас плоскость есть, и эта плоскость, она максимальная.
Допустим, максимальная плоскость это иметь там в месяц заработка $3000. Там. И человек так думает, вот я поеду работать туда-то, там $3000. А я поеду работать туда, вот я сейчас живу здесь $1000, а я поеду туда, там будет $3000. А что если я вам скажу, что можно сделать так, чтобы не выходя из дома, никуда ни с кем не встречаясь, ничего не делать, зарабатывать очень много. Зарабатывать каждый день $10 тысяч, $15 тысяч. Может ли это быть? Да, может. Может, просто мы, как эзотерики, обычно, как обычные люди, попадаем в сети своих мышлений. В этих сетях мышлений мы обычно считаем, что наше мышление, оно нас загоняет, оно нас сужает. То есть человек живет приблизительно так. Если на человека посмотреть, он вот такой, весь замкнутый, я такой-то серьезный, я умный, я все могу, я всего достигну и так далее. Я буду работать как? У тебя же руки связаны, ноги у тебя перекрещены. Что же ты будешь делать? Не знаю, я буду дышать. Нет. А как нам сделать так, чтобы, вот смотрите, с таким человеком будет кто-то разговаривать? Нет. А вот с таким... Если ноги еще расставить, как жабка, что мир хочется обнять. Таким образом мы себя расширяем. Это практика, мы ее будем выполнять, кстати. Практика на расширение возможностей. Когда человек вытягивается и представляет, будто он весь мир обнимает. Прям перед собой представляет, будто он ногами и руками мир обнял. Весь мир обнял. Это практика расширения, мы ее будем прям сегодня выполнять. Итак, богатство. Сейчас я буду произносить слова, я буду произносить слога. Вы не начинайте думать, говорите себе, скоро я буду богатой. Какой? Неважно. Говорите прямо сейчас. Скоро я буду богатой. Какой? Неважно, какой богатой. Мега богатой. Какой мега? Неважно. Прям ого-го, какой богатой. Вау-вау богатой. Мега-пупер, шпупер-шпук богатой. Ва-ва-вау богатой. Настолько богатой, а насколько мозгов не хватает, настолько богатой. А сейчас я произношу слога, произношу буквы, а вы выберите выберите одну букву и потом напишите ее для себя. ДРМСН, ДРМСЭ, ДРМЛЭ, ДРМСЛВ, ДМГ. Одну букву выбрали, первая буква готова. Запомните, какая буква, а еще лучше запишите. Какая у вас буква? Не пишите сейчас мне. Выбираем вторую букву, записали первую букву. Выбираем вторую букву. На пути к богатству какая будет вторая буква? МВДЛК, МВЛВМ, НЛВО, МВЛЛММН. Выбрали вторую. Просто выбирайте вторую букву. Запишите себе вторую букву. Выбираем третью букву. ЛЛМННВ, ГОРВНЛГ, РВМ, ГМ, НЛ, ЛВ, ГР. Выбрали третью букву, записали ее и выбираем сейчас четвертую букву. НГ, РГ, В, ЛГ, ВГ, ВВ, Б, Р, С, Т, Ф, Р. Выбрали. У вас получилось 4 буквы. Посмотрите на них и поставьте любые гласные между ними, которые у вас в жизни, которые придут в голову, так, чтобы получилось слово. Любые гласные. Вот как вам захочется. Любые гласные, которые вам захочется. И у вас получилось слово. Оно у вас получилось так там. Волого. Или там, волол, вололо. И, ну, в общем, какое-то слово. Вот у вас получилось какое-то слово, и вы должны написать себе на листочке бумаги.
богатство, и дальше вот это слово, перед ним поставить ом, а после него поставить намах. И сейчас напишите каждый свою мантру, которая у вас получилась. Ом, дальше ваше слово, намах. Напишите. И дальше каждый день вы берете четки и читаете, у вас, допустим, там получилось там рани-йоти. Рани-йоти, 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 рани... 108 раз. Это слово, которое на протяжении года сделает вас или прорвет вам ту плотину невозможностей, которые есть у вас, и который поможет вам вырваться навсегда из нищеты, если она у вас есть, но 100% развить настолько активно события в вашей жизни, что вы будете в восторге. Ну и пока вы пишете, я буду дальше читать. Итак, основы бизнеса. Первое. Стремитесь к выступлениям, стремитесь к популярности. Тот, кто выступает, тот и главный. Стремитесь к тому, чтобы быть главными. Старайтесь выступать, это очень важно. Старайтесь выступать, старайтесь разговаривать, старайтесь перед кем-то разговаривать. Вот как сейчас происходит коммуникация. Человек запирается, он никого не хочет видеть, ничего не хочет. Не обращайте на это внимания. Вот если вы в своей жизни начинаете к чему-либо стремиться, то как это происходит? Человек говорит, вот я, вот с моей женой так было, я хочу там открыть компанию, молодец, я хочу в этой компании светить, супер, я хочу стать лицом этой компании, отлично. Она хочет стать лицом компании, она хочет светить компании, она хочет, чтобы компания продавала хорошо. Супер, она это сделала для того, чтобы стать знаменитой, отлично. Теперь она пытается сделать так, чтобы людей набрать, чтобы люди что-то делали. Здесь есть нюанс, он называется триггер. Вот этот триггер, напишите, триггер успешного бизнеса заключается в том, что любое движение вперед и любой успех неминуемо должен создаться в самом начале при преодолении страха. Напишите, если у вас есть где-то страх, то этот страх необходимо преодолеть. Или неудобство, допустим, как у меня. Я, допустим, человек состоявшийся, и вот сделал инстаграм-страницу по тибетской формуле. И говорю себе, хотел бы я выступать и там показывать эти БАДы свои там людям и говорить, что вот БАДы такие-то, такие-то, там от этого, от этого. Еще и на украинском языке. И когда я начинал это делать, думаю, боже, какой я ерундой занимаюсь. Я, ордена Ленина, дружбы Красного Знамени, модный чувак, владелец заводов, газет, пароходов, знающий людей, мог бы этим не заниматься никогда, ни для чего и незачем мне это делать. Так много эмоций. Супер! Так это 100%, что мне необходимо. Это прямо я нашел, это 100%. После этого хочу я это делать или нет. Вот если я не хочу, я сделаю 100%. Почему? Потому что это и есть подсознание. Нам удобно жить, как мы живем. А как мы живем, нас не устраивает. Поэтому путь к тому, чтобы нас устраивал, он может и быть только через неудобство. Просто запомните, неудобство, преодоление страхов и преодоление неудобств является триггером нашего успеха. Подчеркните это и запомните, это номер один. Поговорить страшно, говорите. Доказать что-то страшно, докажите. Но не с близкими, а в бизнесе. Я имею в виду вот это. И триггерным компонентом вашего бизнеса любого является то, что вы не хотите в нем наверняка делать. Я даже такое делал когда-то. Познакомился с человеком, он занимается в аренде, издает там прилавки, там издает там помещения и так далее. Этот человек говорит, мне, у меня дорогая аренда и так далее. Я говорю, нужно поговорить. Ну и вижу, у него никак ничего не получается, а он из Чернигова. Я говорю, давай будем разговаривать, давай садись.
Он сел, я говорю, чего ты боишься больше всего делать в своей жизни, у себя в бизнесе? Чего? Но он говорит, ты знаешь, я боюсь поговорить с арендаторами. Пиши это. Я боюсь поговорить с арендаторами. Что бы ты им сказал? Я бы сказал, что аренда дорогая, нужно сделать дешевле аренду. Дальше. Я боюсь поднять стоимость. Пиши. Почему? Потому что боюсь, что люди уйдут. Пиши. Поднять стоимость и так далее. Я боюсь звонить новым клиентам. Почему? Я боюсь, раньше на меня человек работал, а сейчас у меня нету, и я сам боюсь. Пиши. Звонить новым клиентам. Есть база клиентов? Да, но мне лень этим заниматься. Пиши. Вот мы выбрали 5 элементов. После этого я говорю, а теперь это делай. Он говорит, как делай, я же это всего боюсь. Я говорю, вот до того момента, условно назовем его Олег, пока ты это не сделаешь, у тебя бизнес будет тонуть в том виде, как он есть находиться. Потом он мне звонит и говорит, я позвонил арендаторам, которых я арендую, говорю, для меня это дорого, я не тяну, сделайте мне дешевле. Один сделал дешевле, один попросил уехать, один еще что-то, один еще. Итог такой, у него это все начало выравниваться. И он говорит, надо же, преодолевая трудности. Да, конечно. Да, конечно, трудности не в том, чтобы просто наслаждаться. Трудности в том, чтобы их найти и после этого преодолеть. Это и называется, вот смотрите, это обретение силы. Сила обретается в тот момент, когда человек преодолевает что-либо. Поэтому в тот момент, когда человек терпит, когда человек не боится, когда человек преодолеет страхи. Вот моя жена, она сейчас должна ехать там во Львов, говорит, я очень боюсь. Я говорю, супер, это первый признак того, что тебе нужно 100% ехать во Львов. А я боюсь выступать. Это супер, потому что это первый признак того, что ты правильным путем идешь и тебе нужно это делать. Супер. Почему? Любые трудности в бизнесе, которые преодолеваются, делают человека в дальнейшем успешным. Так мы растем. Это особенность. И не очаровывайтесь для того, чтобы потом не разочаровываться. Поэтому, когда человек говорит, там, у меня сейчас бизнес, но ничего не получается, где твои трудности, чего ты боишься делать? Вы пишите свои трудности сейчас прямо, возьмите и напишите свои трудности. Чего вы боитесь на пути к тому, чтобы ваш бизнес сейчас развивался? Вы боитесь выступать перед аудиторией, вы боитесь, у вас там бизнес сейчас какой-то, и вы боитесь начать говорить об этом, вы боитесь поменять что-то, вы попали в ловушку обусловленности, в которой вы сейчас находитесь, вам удобно, вы за чей-то счет живете и так далее. Не попадайтесь на эти ловушки, преодолевайте свои страхи. Страх — это то, что заставляет вас проживать вас неудовлетворенной жизнью. Преодоление страха — это преодоление своей неудовлетворенности. Напишите, страх — это нищета. Люди, я сегодня продумывал этот семинар и могу сказать вам, нечистоплотность и страх. Нечистоплотность в высказываниях делает человека черным, чернью. То есть чернь, она всегда отличается тем, что она во всем ищет что-то плохое. То есть человек, который во всем ищет что-то плохое, говнит, говорят. Знаете, и вот это плохо, и ты плохой, и они плохие. И это плохо, и соседи плохие, и это плохо. Да ты сама плохая, да ты сам плохой. Потому что ты говнишь, а потому что ты чернь. А если человек чернь, он должен говнить. Почему? Потому что чернота изо рта. Чернота изо рта, чернота из попы, чернота не помыться, чернота на сквернословить, чернота. Чернота говорить о музыке плохо, чернота говорить, чернота не читать, чернота кому-то там орать в лицо, чернота быть неинтеллигентным, чернота быть недобрым, чернота жить только ради секса, чернота только жрать, чернота. Ну, как бы это все чернота, чернь. А наоборот, это преодоление чего? Черноты. Как чернота может каждый преодолеть себя терпимостью, добротой, проявлением дисциплины, преодолеть себя красотой, преодолеть себя чистотой, преодолеть себя красивым языком, преодолеть себя, это многократное, преодолеть страхи, потому что чернь всегда боится чего-то, она боится страхов. Поэтому нужно для того, чтобы перейти на новый уровень, не нужно бояться. А как преодолеваются уровни? Человек должен удивляться и восхищаться, и преодолевать страхи. То есть говорит человек, очень плохо, да ладно, ага, вот это да. Плохо, всем плохо. Если плохо и вы чувствуете это, ставьте назад. Представляйте, будто сзади вас теперь есть защитник.